Друзья, всем привет! Это Вадим, вы смотрите канал Лесные Тропы. Сегодня у нас 6 число, 6 октября 2017 года. У нас наступило, видимо, бабье лето. Я, если честно, даже абсолютно не ожидал его. Уже все, как бы настолько часто чувствовалось дыхание зимы, что дыхание лета я уже не надеялся почувствовать. Ну вот, сегодня это случилось, плюс 9 градусов у нас, солнышко. Это после серьезных заморозков. Вот, и я, поработав немного дома, решил пойти прогуляться, просто вот ради удовольствия, вот подышать воздухом, посмотреть на солнышко. Солнце у нас очень редкое. Посмотреть по окрестностям. В эту сторону я ходил, но сейчас хочу пройти немножко дальше, хотя бы метров там на 300, на 500. То есть как бы это фигня, конечно, с одной стороны, да, но сейчас я иду по дороге, а там дороги не будет. Вот. И во времени я довольно-таки ограничен. В общем, иду я вот по такой дорожке. Если честно, я не знаю, кто ее поддерживает, эту дорожку. Ну, видите, она старая. Давно, я думаю, ей пользовались. Сейчас, наверное, пользуются меньше. Снимаю снова на свою дешевенькую экшн-камеру. При том, что я с собой взял нормальную камеру, но забыл вставить в нее флешку. Поэтому вот получается, что иду так. Вот видите, то здесь вот дорога шла, реально шла дорога старая какая-то. Я не знаю, может быть здесь ездить на какие-то покосы, что ли. Потому что вот видите, тут старый лес, видно, что стоит кругом. А вот здесь вот как бы вот это вот уже относительно молодой. Ну сколько ему тут, может, лет 20. То есть возможно, что запустили уже после, как бы вот постперестроечные времена. Хотя, может, и больше. Слушайте, я даже не знаю. Я не специалист по таким вопросам скорости роста деревьев. Деревца здесь разные растут. Вот пихточка, красавица. Елочка тоже красавица. Березки. Осинки есть. Видите, сколько берез в одном месте растет. Вот. Видите, вот опять такая, как поляна была. Осинки растут на поляне. А тут вот елочки. Но вот, скорее всего, осинки-то молодые, наверное, а елочки-то они постарше. С камерой все некогда разобраться не получается. Видите, как бы изобилие белого цвета, мне кажется, присутствует. Ну вот прямо вот видно, что тут езжено. Езжено нынче. Зачем сюда ездят, понятия не имею. Жаль, не получится снять некоторые виды, которые я хотел показать вам. Хотел показать место, где я часто лосей вижу. Вот, но эта камера-то, она, конечно, снимет, но она не передаст все, что нужно. Ну ладно. Вот, а я вообще иду, хочу, знаете, немножко костерка пожечь. Никаких этих, ни растопки я с собой ничего не брал, значит, ни воды. То есть чай пить даже не буду, просто хочу вот так вот немножко посидеть. Подышать дымом костра. Вот смотрите, здесь сохранился заезд. Вероятно, тут и дальше был проезд. Но вот сейчас он только, видимо, здесь машину ставят. Сюда и дальше идут. Но вот не знаю зачем. Вообще вот здесь вот сейчас будет мелколесье. Может быть, ходят за грибами. Вот видите, гриб стоит. Остатки гриба. Вот, здесь мелколесье. То есть вот видите, доходит дорога до сюда все. Здесь, видимо, когда-то поле было. Но поле было достаточно давно. Кстати, да, вот если учесть, что я еще разговаривал с жителями, со старыми жителями деревни, они говорят, что рядышком мелколесье, помнят еще, как росла пшеница.
ростом, то вот здесь вот гораздо старше деревья. Мне кажется, вот это вот, там-то еще, наверное, садили около деревни в послевоенные времена. Может быть, до Советского Союза, до развала Советского Союза. А здесь-то, мне кажется, скорее всего, это уже это нарушили-то, наверное, после деревни, ой, после войны, скорее всего. Здесь, смотрите, какой ряд. Прямой прям вообще идет ряд елочек. Как-то странно, да? Вот здесь елок нет. Здесь прямо вот идет прямой ряд елок. Бутылка висит. Блин, вот сейчас по пути шел. Пакет валяется с пустыми 2 бутылками коньяка, там, минералкой, соками. Вот люди же на машине, блин, нет, чтоб выкинуть, а. Придется, пойду обратно соберу. Видите, прям такой ряд идет елочек. Так прикольно. Ну, грибы-то я сейчас найти не надеюсь, конечно. Но мне кажется, знаете, может быть, сюда все-таки ездят за грибами именно. Вот такой лесок, вот мне кажется, если красноголовики есть, подосиновики, то подосиновики, подберезовики, то их здесь будет в большом избытке, мне кажется. Хотя, когда были грибы, я сюда почему-то не ходил. Там вот елочки растут. Я вообще-то хотел ходить вот не по этому мелколесью. Хотя, смотрите, вот просматривается, да? Вот я оттуда зашел. И вот она просматривается, дорога туда дальше. Ага. Ну ладно, мы по ней не пойдем. У меня скорее интерес выйти вот туда вниз. Мне охота по низу пройти. Туда, куда, видимо, еще не добралась растительность вот эта вот высокая. И где-нибудь там просто вот посидеть, костерок маленько затеплить. С одной стороны, это глупости, да, вот многие, конечно, мужики скажут, что, блин, дурью занимается человек. А мне это приятно. Ну, есть, конечно, куча нюансов. Да, есть куча нюансов. Но, видимо, каждому свое. Всех свои тараканы в голове. Вон какая красота. Камера, давай снимай получше. Ну как красиво. Там вот низина. И вот что-то мне подсказывает, что если я туда спущусь в эту низину, там будет речка Изверт. Конечно, не факт. Не факт. Но мне кажется, должна быть. Видите, вот здесь похоже на. Вот тут даже вообще тропки. Непонятно, конечно, человеческие или звериные. Очень красиво. А у меня желание есть, знаете, сходить вон туда. Я вот там вот не был. У меня очень большое желание именно туда сходить. Сейчас уже трава не такая жесткая и борючая. Ну вот я иду, кстати, по тропке опять же. Многие-то сами заворачивают на тропинку. Не знаю, чья она. Ну, по крайней мере, как бы разрушенных муравейников я тут не вижу. Да, у камеры аккумулятор-то садится быстренько. Надо, наверное, мне поднакопить денег, да. Аккумулятор еще один купить. Ну что-то я встал. Блин. Говно. Уж извините, друзья, товарищи. Уж чье точно я не знаю. Такими кругленькими катышками. Большое такое. Большое, смотрите. Вот видите, у меня сапог. И, кстати, говно такое, блин. Не то чтобы уж очень старое. В общем, скорее всего, это нечеловеческие тропы. Вот. Лесные, не человеческие тропы. Поэтому мы сейчас маленько посвистим.
На всякий случай. У меня, кстати, да, я уже сказал, у камеры заканчивается быстро заряд. Друзья, маленькая ремарка. Вот вы меня спрашиваете, не боюсь ли я ходить в лесу. Как вам сказать? Боюсь такой в небольшой степени, потому что заблудиться всегда есть, конечно, шанс. Плюс, кроме того, что заблудиться, можно встретиться с зверьем, можно встретиться с людьми, с беглыми там, ну, у нас же кандальный край. Вот. Ну, что поделаешь. Волков боятся в лес не ходить, как говорят. А вообще в плане ориентирования тоже говорят, можете на это скинуться, купить там какой-то навигатор. У меня есть навигатор с картами, у меня есть трекер, но я редко пользуюсь ими. Навигатором с картами вообще почти не пользовался, а трекерами очень редко пользуюсь. То есть ставлю только точку на вход, но в крайнем случае, если где-то сомневаюсь, то я включаю его и смотрю, где эта точка находится. Вот. А здесь вот смотрите, как вот вы говорите, не боюсь я не заблудиться. Вот видите, какой рельеф? То есть вот туда идет подъем. Туда идет уклон. Снова подъем. Я просто-напросто в голове держу карту. Как бы я знаю карту вот этих мест. Я много часов провел за изучением этой карты. Поэтому, в общем-то, я как бы по подъемам и спускам ориентируюсь. Тем более у нас одни сплошные подъемы и спуски. Плюс еще, ну, естественный ориентир солнышко. Вот сейчас оно светит там, а я иду вон туда. Значит, чтобы вернуться мне в нужном мне направлении, солнце должно светить либо прямо передо мной, либо, скорее всего, маленько право. А дальше, собственно, уже все. Если я знаю карту, то, в общем-то, тут заблудиться практически нереально. Вот, не переживайте. Вот здесь вот я, друзья, ни разу не был. Смотрите, какая обалденно красивая елочка стоит. Отдельно. Да, я вижу, что камера, скорее всего, не передает все это. А вот там вот наверху, вот это стоят сосны. Сосны в нашем месте вот здесь вот вообще редкие. Здорово. Здесь какой-то холм, поросший малиной. А здесь вот как-то все потоптано. И вот идет уклон туда. Я вот все-таки туда схожу, посмотрю. Друзья мои, я обошел листик. Это место. И вот там вот, где стоят сосны, сейчас хорошо видно, что этих сосен всего 4 или 5. И больше сосен нет нигде. Надо же, как интересно. Тут елочки такие замечательные, красивые. А мой путь идет вон туда. Для особо чувствительных, кстати, вот я сейчас кое-что скажу. Так что уши затыкайте. Мне уже как-то один раз говорили, зачем ты говоришь про говно. Но оно же звериное. То есть, ну, это вот неотъемлемая часть того места, где я могу прогуляться. Вот, поэтому нет в нем ничего ужасного. Мне кажется, есть смысл рассказать. Может быть, и не стоит показывать, но вот так получается, что показал. Какая елочка густая. Так, идем дальше. Там вот вообще темнота. И вниз, вниз, вниз. Вы мне часто пишете в комментариях, что когда ходишь по лесу, не забывай брать с собой телефон. Я уже тоже много раз отвечал, что толку от него никакого нет. Вот, например, смотрите, вот мой телефон. Видите? Нет сети, нет. Ну-ка. Нет, все равно нет сети. Вот там что-то трещит. Нет сети, нет сетки. В крайнем случае экстренный В пишет. Так что, в общем-то, телефон-то здесь особо бесполезен. Но я беру его на всякий случай с собой. Вот я зашел под сень густого такого таежного леса, склон. Вот там вот низина. И там вот дальше снова, видимо, возвышение. Вот я сейчас хочу дойти все-таки до самой низины. Посмотреть, есть там речка или нет. И, в общем-то, наверное, я буду потихоньку разворачиваться обратно. Поднявшись наверх маленько,
Я, наверное, там вот разведу костерок. Если получится у меня. И посижу минут 20 и пойду в сторону дома. А здесь мне просто интересно, есть нет речка. Ну, здесь место такое, конечно. Видно, что нехоженное совсем. Красивая. Красота. Запах какой-то такой оригинальный встретился мне на пути. Ну, когда-то упала елка старая. Вот я уже почти спустился до самого низу. Вот, кстати, там вот что-то светлое. Вот, блин, надо было туда идти. Тут внизу, мне кажется, нету никакой речки. О! Ну-ка, 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 ну-ка. А вот там, похоже, какой-то то ли источник, родник, то ли что. Ну-ка, надо туда сходить. Здорово, здорово. Ну-ка, неужели я родник найду? Да, родник, смотрите. Круто. Круто, круто, круто. Вообще здорово. Так. Главное запомнить, откуда и куда. Да, смотрите. Родничок. Ох, красота какая, друзья мои. Я даже не надеялся такое заснять сегодня и увидеть. Так. Ну-ка, как бы мне тут перейти? Насколько здесь глубоко, интересно. Да нет, вроде нормально. А, тут такое каменистое дно-то. Да, мошка какая-то лезет. Смотрите, друзья. Жаль, у меня с собой нету канистры под воду. Смотрите, смотрите. Вот он прямо бьет из-под горы. Прямо из-под горы бьет. Там. И вот здесь. И вот он стекает туда вот вниз. И он, скорее всего, питает изверг. Вот я бы туда бы сходил. Ну что-то уж больно там. Дебри, блин. Мышь только испугал. Ну ладно. Что-то такое место-то. Там шорохи, там шорохи. Ну прикольно, красиво, очень красиво, обалденно красиво. А нет, друзья, это деревья скрипят. А вот здесь вот бегала белка внизу. Хотя, может, я ее слышал. Ну ладно, вот там вот еще очень место интересное было. Я вот хочу туда сходить. Вообще классно, я сегодня нашел родник. Можно к этому месту будет еще раз вернуться. Потом с водичкой. Набрать водицы. Ой, с водичкой, говорю. Старой для воды. Набрать водички, попить именно чай. Именно вот с этой водой. Здорово. Классно. Очень рад. Так. Вот там вот видите. Вот. Или я не отсюда смотрел. Где-то дальше, видимо, смотрел. Но там вот еще есть место такое интересное. Класс. В общем, вот я добрался до того места, про которое я говорил, что оно светлеет. Вот оно. На камере, ну, опять непонятно, как обычно. Здесь просто много листвы желтой. Там вот снова светлеет. Ох, какой запах. Травой какой-то вот это вот специфический запах такой. О, блин. Смотрите, опять дорога. Целая дорога. Ну-ка, откуда она идет? Прямо отсюда идет. Целая Опа. Болото, однако.
Ну, это такое, кстати. Смотрите, шевелится все кругом. А вот туда идет тропа, видите? Наверное, этой камерой незаметно, непонятно. Но вот у меня есть такое подозрение, что вот там вот за деревьями, за этими, идет речка. Но так как я сейчас один, и связи у меня нет, и вот там, наверное, за деревьями речка, то запах что такой интересный. Не, просто видите, вот он, этот сапог уходит сразу же по щиколотку. И вот чем больше давишь, тем он больше идет. И шевелится все кругом. Так что я туда, наверное, дальше не пойду. Хотя вот вроде здесь есть кочки. Может, как-нибудь в следующий раз. Но здесь явно тропа идет. Вот видите, вот прямо ее видно. Уж чья она идет, не знаю. Кстати, вот как бы провалов, следов от копыт не видно. Я все-таки тихонечко двигаюсь по ней. Здесь не совсем болото, хоть и сыро. Угу. А вот здесь болото уже конкретно. О, нет, здесь уже все топка. Там вот дальше. О, видите, кочки. Здоровые кочки прямо. Прямо здоровые кочки. Нет, вот здесь снова нормально. А дальше снова топка. Ну-ка, вот следы, кстати. Непонятно чьи. А здесь снова болотина. Вот здесь точно болотина уже дальше. И что-то типа ручья какого-то, видимо. И вот эта болотинка, наверное, тоже впадает в речку. Возможно, что там вот прямо за деревьями речка. Но я посмотрю по карте. Сейчас не пойду. Кстати, да, камера скоро выключится. Так что буду... Вот на подходе уже к этим соснам. Вот они. Я нашел ведро. Целое, кстати. Сейчас только что проверил. Ну, тут схожено, ну тут схожено, явно не видны. И что-то место-то вот это около сосен, которое я изначально-то облюбовал для того, чтобы костерок запалить, вообще никак не подходит для этого. Спущусь. Тут, друзья, недавно мне кто-то писал, что я уродую деревья, когда в поход хожу. Вот смотрите, как я собираю бересту, розжиг. То есть никакого тут уродования деревьев нет. Абсолютно. Это та береста, которая в данный момент вот этой березе не нужна. А если вы опять скажете, что откуда я знаю, что не нужна, ну видите, вот она ее сбрасывает. Вот это вот я беру. То есть, ну это, она даже не почувствует. Вот, друзья, я сижу у классного костерка, вдыхаю дым. Ой, дым. Кто бы что ни говорил нынче, что дым это вредно, что это канцероген. Может быть, да, много чего вредно. Вот, но у меня вот есть желание сегодня посидеть около маленького костерка. Использую то, что есть под рукой. Большего костра мне сегодня не надо. По той причине, что я, в общем-то, не собираюсь ни кипятить ни чай, ни ночевать здесь, ни вообще какое-то длительное время проводить. Поэтому вот я так вот сейчас истоплю здесь маленький костерок. Чисто вот из этих веточек, из маленьких. Все для удовольствия. Ладно, друзья, у меня камера заканчивается. Всем привет, увидимся, пока. Вот такой у меня маленький костерок. Вон мой весь мешок висит. Вот в таком месте я присел отдохнуть. Там впереди такая чаща еловая, пихтовая, осинная, березовая. А я сижу тут около бывшего какого-то, видимо, поля небольшого. Красиво.
судя по небу, там вдалеке идет дождь. Вон какие размывы.